Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам Европы. Стоит мотоцикл. Друзья, всем привет, доброе утро. Мы с вами ночевали в отеле на окраине города Руан. Сейчас иду складывать палатку. Несмотря на то, что мы ночевали в отеле, палатку все равно надо складывать. Дело в том, что она была у нас мокрая. Спускаюсь, смотрю, а прямо напротив сервис Honda. Так, у нас тут новая роса выпала, но ее немножко. Гораздо лучше, чем было. Замутили по-быстрому завтрак. Чай, кофе. Есть у нас шоколадка, Милка. Она проехала всю Испанию. Вот так теперь выглядит. Она в какой-то момент перешла в жидкую фазу, а потом вот застыла в таком состоянии. А вот так я пристроился завтракать. Открыл двери, подпер ногой, чтобы не закрывалась. Она с пружиной. Сижу, любуюсь дорогой, соскучился. Ну и заодно свежий воздух в номер запускаю. Здесь есть кондиционер, но он катастрофически не справляется. Утренний контроль уровня масла показал, что масло у нас на самом кончике щупа. Вот они, платные автострады. И бензин жрало как не в себя, и масло ушло. Надо долить. Поскольку мы сегодня ночевали где-то на окраине города, и парковка эта не охраняется, на ночь из мотоцикла забрали все более-менее ценное. И не очень ценное тоже забрали. И вот сейчас утром я все это носил обратно. И знаете, если бы мне показали эту гору вещей и сказали, что это можно упаковать в Хонду с коляской, я бы ни за что не поверил. Тут просто нереальный объем вещей едет. Наконец, все готово. Мы собраны. 1,5 часа на все про все ушло от момента подъема. Идем сдавать номер. Для этого надо в автомат засунуть карточку. Вставляй. Что, не берет? Такую сторону попробуй. Поломался аппарат. Отдал в руки девушке. Простите, мадам. С самого утра жара, палящее солнце, и подтягивает снова какие-то тучи. Ну что, поехали потихоньку. Первым делом надо заехать на заправку. Тучи вроде как остаются слева, а мы уходим направо. Хотя все может поменяться. Дорога может повернуть или тучи куда-нибудь унесет. Глядите, какой велосипед на колесах из тюков сена. Мы сегодня едем бесплатными дорогами. Хватит с нас этих прохватов на высоких скоростях, на большие расстояния. Поедем не спеша.
И бензин подэкономим, и деньги за платные дороги. Какие-то теплицы или что это, ангары, цеха из панелей ОСБ древесных. Есть все-таки своя романтика и свой кайф в езде по вот этим дорогам, а не по автостраде. Здесь красиво, как-то спокойно, не спеша, так размеренно катишься по сторонам, смотришь. Туча осталась позади. Жаль только, что заправку пока так и не нашли. Но лампочка еще не светится. И литра 3 в баке есть. Оп. Справа от нас река, а слева проходит канал. Очень живописные места. А вот и лампочка загорелась. Не заставила себя долго ждать. Думаю, стоит остановиться и поискать в навигаторе заправку поблизости. Иначе можем так долго еще ехать в поисках. Нашлась заправочка. 8 километров до нее. А туча нас стремительно догоняет. Мы пока тут стояли, слышали уже раскаты грома. Там знатная такая гроза с проливным дождем. Попробуем удрать. Если что, на заправке переждем. Вот и заправка. Только бы не автомат. Только бы за наличку. И туча за нами идет. Очень быстрая туча. Заправил на 20 евро. Отличная заправка, очень милый персонал. И мы выезжаем. Сейчас немного навстречу туче. И потом уходим налево. Попытаемся от нее все-таки удрать. А туча такая мощная.
уже полнеба закрыло. Туча, пока. Ничто так не стимулирует ехать, не останавливаясь, как надвигающаяся сзади гроза. Оказывается, бесплатные дороги во Франции могут быть и такими. Вполне себе скоростная автострада. Правда, на ней есть несколько участков ремонта. Возможно, когда доремонтируют, сделают ее тоже платной. Автострада плавно сошла на нет. Снова едем по городкам. А туча от нас все не отстает. Она уже подковой закрыла все небо сзади. По пути пожирает все облака. Набирает силу. Поэтому мы не останавливаемся. Чем дольше проедем сухими, тем с большим удовольствием пройдет путешествие, скажем так. Ехать перед тучей гораздо приятнее, чем после нее, по мокрому и холодному асфальту. О, заправка хорошая. Total. Может залиться? Нет, это, кажется, автомат. Офис есть, но закрыт. Едем дальше. Засмотрелся на старенький Citroën. Чуть не всандалился в новенький. Фу. Хорошие тормоза у Хонды. Так, еще одна заправочка на пути, но кажется, опять пролет. Да. Женщину вынули, автомат поставили. Место отдыха. И такая приятная дорожка. По ней можно держать 80-90. Туча параллельным курсом идет, но мы сейчас повернем, снова будем от нее уходить. А здесь какой-то кемпинг. Встречаем очень много высаженных осиновых рощ. Это же осина, правильно? А вы представьте, сколько там подосиновиков.
Интересно, для чего они используются? Как древесина? Может, для производства мебели? Не знаю. Вот здесь уже деревья побольше. Но стоят, никто не пилит. А вон впереди еще заправка. Мы тут какой-то городок проезжаем и увидели две заправки на встречке. Я уже думал разворачиваться, но вон впереди вижу еще одна, уже на нашей стороне. Посмотрим, если там оператор есть, который наличку принимает. Сейчас зальемся. Лампочка еще не загорелась, но заблаговременно. Вот здесь, да, магазинчик есть. Должно, по идее, работать. С неудобной стороны становимся, ну ладно. А на заправке-то, оказывается, никого нет. Магазин закрыт. А вместо оператора вот оно. Сейчас поищем, где развернуться. Там две заправки было на встречке. А, и Шеловская еще впереди. Как раз, может, на ней. Главное все это делать оперативно, пока туча нас не нагнала. Ну, как-то странно французы вот не подумали. Если у тебя наличные деньги, как заправляться? Шеловская тоже по карточке не подходит. Вот, впереди Эджип. Посмотрим здесь. Тут сразу салон Рено. И должен, по идее, быть оператор. По крайней мере, терминала оплаты картой я не вижу. Значит, есть шанс. О, пошел бензин, отлично. 8,5 литров вошло. Рассчитался и погнали дальше. Сейчас немного навстречу туче, а потом снова от нее. Надо найти место для разворота. А вот уже и что-то закапало на нас с неба. И вроде тучи большой нет. Но откуда-то дождь пошел. Пока мелкий. Встряли за такой сельскохозяйственной машиной.
долго тянулись, никак он не мог ни подвинуться никуда, ни мы его обогнать. А впереди еще один. У нас тут случилось ЧП. На ходу залетела оса, Танюшку укусила. Мне на спину запрыгнула, она со спины с моей скинула, но сама пострадала. На такой случай, ребят, возите с собой валидол. Берешь пол-таблетки валидола, мочишь или слюной смачиваешь и прикладываешь к месту укуса. Валидол отлично нейтрализует яд, снимает отек, помогает избежать всяких неприятных последствий. Мы оттормозились на обочине, обработали место укуса, валидол поделили на двоих, сейчас рассасываем. Не пропадать же таблетки. Ну и едем дальше. Километров через 30 можно искать место для обеда. Спускаемся в долину, а там такой живописный городок раскинулся. Черепичные крыши. Большой город. А вот и отличное место для обеда нашлось. Столик, лавочки, тенек. Вид хороший. Будем обедать. За сегодня сделали уже 300 километров, а впереди еще 4 сотни. Дело в том, что мы имеем цель, к которой стремимся. Мы созвонились с нашим другом Андреасом из Германии и едем к нему в гости. Будем, наверное, очень поздно, но он сказал, что будет ждать. Так что сейчас обедаем, подкрепимся и вперед. А оказывается, туча-то от нас не отстала. Она так за нами и идет. Мы посидели буквально минут 15. И все, уже небо затянуто облаками. Прям на глазах нагоняет. Надо мчать. Вот уже и ветерок задул, какой обычно бывает перед дождем. Так, охлаждение пока выключим. Обогнал чувак на спорте. Сейчас что-то там возится в телефоне. Перчатки одел.
попозировал и уехал. Какой-то сходняк кемпероводов. Целое поле, все в кемперах. У них, оказывается, свои фестивали есть. Забавно. Кажется, мы выскакиваем на какую-то автостраду. Несколько запутанный маршрут. Очень много мотоциклистов встречаем, как попутных, так и встречных. Погода хорошая, все катаются. Обратите внимание, какие заборы по обочинам. Если с той стороны находятся дома, какое-нибудь поселение, ставит вот такой забор, и обязательно он имеет конфигурацию расчески, ну или чего-то похожего для поглощения шума, чтобы звуковая волна не просто отражалась и летела куда-то в другую сторону, а чтобы она еще и гасилась. А вот, кажется, и заправочка попутная. И вроде достаточно дешевая для того, чтобы быть нормальной, за наличку. Газоль 98-й, 95-й. Да, действительно, на заправке за наличку заправляют, но очень интересная произошла ситуация. Я, как обычно, подъезжаю, открываю бак, вставляю пистолет, жму на клавишу, жду. Не течет. Не течет, не течет. Смотрю, в окошке магазина француженка машет мне руками, что-то пытается объяснить. Захожу, бонжур, мадам, что вы хотели? А она мне объясняет, что если хочешь заправиться, принеси ключи от мотоцикла и положи на прилавок. Как бы как гарантия того, что ты не уедешь, заправившись и не заплатив. Ну окей, иду к Хонде, пытаюсь достать ключи из крышки бака. А пока крышка бака не закрыта, ключ не достанешь. То есть я могу достать ключ, только закрыв бак. В итоге взял шлем, отнес ей, говорю, шлем подойдет. Оставил шлем как залог, залился на 20 евро, и вот сейчас с полным баком едем. Шлем забрали, рассчитались. Я думаю, это из-за близости немецкой границы. Можно так заправиться, не рассчитаться и быстренько уехать в Германию, а там тебя уже французская полиция ловить не будет. Обратите внимание на архитектуру. Уже просматривается что-то такое баварское. До границы остается все меньше. Хорошая новость, друзья. Мы все-таки ушли от тучи. Здесь тепло, солнечно. Температура 35 градусов. Дождик нас немного попугал. С десяток капель упало с неба. И на этом все закончилось. Повезло. Хорошо, что успели вовремя. Задержались бы еще на полчаса с выездом и ехали бы под дождем. Что это за забавная крохотулька такая? Голландские номера, ромашечки. Класс. Девчонки путешествуют.
вот он момент, когда мы скажем «Au revoir, français» и «Guten Tag, Deutschland». За сегодня пройдено более 400 километров, еще 330 впереди. Время 16:38. Температура воздуха за бортом 35 градусов. Наш экипаж приветствует вас на борту и желает приятного полета.